придут. А кому было нужно вот сделать так, что этот знак четко ассоциируется с кровавым режимом? Ну, все говорят, что это фашизм. Нет, нет, здесь будем говорить, это искажение истории. То есть у фашистов не было свастики. Символ фашизма 16 стрел, перевязанных лентой. Отсюда и фашево, пучок. Фашизм был в Италии. Был в Италии у Бенито Муссолини. В Германии был социализм, правда, национальный. Поэтому те, кто в это не верит, пускай прочитают статью Сталина 1936 года «Руки прочь от социалистической Германии». Они использовали свастику? В 1920 году товарищ Сталин подарил товарищу Гитлеру золотую свастику, чтобы он ее использовал как символ партийного объединения. Потому что до 1923 года на советских деньгах было 3 коловрата, то есть 250 рублей, 1000-я купюра, 5000, 10 тысяч, там по 3 коловрата использовалось. То есть и на деньгах Временного правительства тоже были коловраты. Разница была только, что на большевистских деньгах был двуглавый орел без корон, а на 1000-х керенках там была Государственная Дума. Ну, потому что Временное правительство свободу учредительному собранию. Нарукавные нашивки бойца в Красной Армии, в фильмах этого сейчас не показывают, составлял красный ромб, вверху пятиконечная звезда, серебряный венок, в нем золотая свастика, а в свастике 5 букв. РСФСР. Но я знаю о свастике такие вещи, что, допустим, у буддийских учителей свастика это неприемлемый атрибут у многих. Даже, по-моему, у христиан, потому что вот я видел изображение икон. Да, Державная Богоматерь, это храм усекновения главы Иоанна Крестителя в Москве, в Коломенском. Там у ней на венце. Да, есть. Но там у ней не свастика, у ней там символ Агнии стоит. Ну, как бы... Да, как бы повернуто, да, на 45 градусов. Здесь, если оператор наведет. Это, значит, в 20-х годах. Да, только здесь огненный коловрат. В 20-х годах золотой коловрат, или как общепринято говорит, золотую свастику, товарищ Сталин подарил товарищу Гитлеру. Как знак. Как символ партийного, потому что даже в Mein Kampf Гитлер пишет, что сам эскиз партийного символа и партийного стяга он делал самолично. Почему? Потому что он проводил консультации как раз вот с этим тибетским орденом черных колпачков. А они уже потом ему сказали, что здесь идет как огненный, это возрождение духовное, а ему надо изменение, потому и надо взять черный цвет. И взяли. И часть, будем говорить, монахов этого ордена, они перешли в другой орден, СС, и были в личной охране Гитлера. То есть, и они как бы его поддерживали, вот эту вот мистическую подоплеку. Ну, мы уже там слышали, насколько там настоящая задача в этой истории, там очень все запутано. Еще, может быть, да, сейчас просто не раскрывают, что действительно представлял из себя орден СС. Ведь когда этот вопрос наши подняли на Нюрнбергском процессе, тут же деятельность СС, Анненербе, то есть наследие предков, и других тайных оккультных лож была закрыта, разбор и рассмотрение. А так как Гитлер состоял и в Анненербе, и в СС, и в других ложах, особенно «Зеленый дракон», что не подлежало рассмотрению на Нюрнбергском процессе, Гитлер выпал из числа рассматриваемых преступников в Нюрнбергском процессе. То есть судили всех, даже тех, кого не было заочно. Взять того же Адольфа Эйхмана. Его же тоже на Нюрнбергском. А потом уже был процесс над Эйхманом в Иерусалиме. Но его тоже дело разбирали на Нюрнбергском процессе. То есть судили всех, кроме Гитлера. Почему? Потому что для всех Гитлер, даже тогда, он являлся мистической фигурой. И если бы судили его, значит, пришлось бы судить и советское правительство, и американское правительство, и французское правительство, и английское правительство, потому что они все были взаимосвязаны не только, будем говорить, денежными вопросами,
но и мистическими силами. То есть потому что почти все правители того времени находились в тех или иных оккультных структурах. Ну или многие говорят масонские ложи, ну как кому удобно.